Здравствуйте, мои дорогие. Итак, говорим о любви. У нас по прошлому идет, будто бы человек смотрится в зеркало. Я вижу мужчину, который смотрит в зеркало, а в зеркале видит женщину. Тут говорят о том, что два существа, которые все-таки будут потом, соединяться здесь на Земле, они чувствуют друг друга. Мне кажется, что это и прям вот соединение идет такое мощное. То есть то, что я вижу, это, скорее всего, два незнакомых человека. Но тут вот есть какое-то соединение прям, как через расстояние. Так, корабль. На корабле мужчина какой-то рассказывает, и женщина слушает его. Большой корабль такой. Он такой богатый, прям все рассказывает много. Огромный мешок с деньгами. Какой-то мешочек. Слушайте, смотрите, здесь так идет. Я вижу человека, мужчина, который очень богат. У него большое, возможно, даже вот есть, не знаю, как-то яхта, тут какой-то большущий мешок денег. Женщина тоненькая такая сидит, но и он такой крупный. Мне кажется, это не про фигуры. Здесь эзотерическое значение такое, что женщина, уступает в материальном ему, но она так достойно держится, корона на голове. А он рассказывает, лег ногу на ногу, и что-то там ей, какие-то дифирамбы поет. На голове еще больше какой-то такой, как сосуд. Рассказывает о любви, но она ему нравится. Цветочек держит, цветочек в виде сердца за спиной, и вы его пока не видите. Он очень хвалится. Наверное, такого мужчину встретите. Так, мужчина уже не думает каких-то плохих мыслей, а женщина догадывается, что кто-то к ней проявится. Ну, вот такое продвижение у нас вот по нашим тем картинкам. Так, путник, новый путник, так, с мужчиной, мужчина, путник с короной. Это, с одной стороны, похоже на вот карту шут, да, как новое что-то идет в жизни, или же как человек новый идет в жизнь, но у шута маленькая котомка, да, а здесь прям огромный мешок сзади. Человек какой-то новый будет в вашу жизнь заходить из будущего, да, вот человек, женщина видит, как знаете, как вы покорены, вот вы покорены этим человеком. Подбирала слово. Насколько это серьезно? Ну, я вижу, что он как путник, он не... Ну-ка, стоп. Вот данная ситуация, серьезно или нет? Потому что тут как начало показали. Вот. Ну, он идет и идет. Остановки не вижу. Давайте посмотрим. Что-то выйдет путнее. Сюрприз. Видите, с другой местности человек идет. Тоже ресурсный. Вам как удача какая-то. Но это человек идет, которого вы... Там есть какая-то хитрость, что ли? Ну, положите его суть. Нет. Друг, суть. Не друг. Смотрите. Заходит как друг, а там есть что-то такое не очень хорошее. Я вот прям видела по темному образу, что что-то не то. Во-первых, это человек, который будет с вами связываться. У него проблемы. Не верьте этому человеку, это новый какой-то, а он вас покорил. Так, смотрите, тут обманщик, например, обманщик в сети. Я должна предупредить, многие девушки не знают, оказывается, этого и пишут. Я по сообщениям вашим вижу, да, у кого вот такая история, когда... Как эти называются, которые разводят, да, женщин в сети, они прям деньги им высылают, и, а там, не то, что не продолжение, это мошенники, они зарабатывают так. Вот, мои дорогие, то есть тут вот история похожая. Покорены, не надо покоряться никем. Ой.
Но вот эта история еще с тем богачом, там просто кладезь, он какой-то магнат, не знаю, огромные какие-то. Так, давайте на него смотреть, окей. Может, у кого-то такая история, девушка. Очень сильно уступаете ему, конечно же, в богатстве, но там просто на порядке порядки больше. Но вы не уступаете в достоинстве. Так. Что это за человек? Вот тот, который... Что это за человек? Смотрите, это наоборот показывает себя не сначала, не вот таким крутым, да, а как только вас увидел, он, ну, он единственное, что может, так это вот именно так попробовать завоевать. Ну, он может по-другому, конечно же, но вот именно пробует вас завоевать другими методами. Он моложе, возможно, вас. Юная женщина. Ага. Подождите, он свободен? Свободен? Ну, тут одинокий показан. Ну, с какой-то проблемой. Видите? Вам на него стоит рассчитывать. Он помочь может во многом. Угу. А по поводу вот чтобы, ну, жизнь вместе строить. Тут есть жена? Нет, с вами будет ли он жизнь строить? Так, смотрите, вот в чем дело. А видите, что? Да, ситуация не очень. Здесь тоже будьте внимательны, человек хоть и очень ресурсный, но здесь может быть вот в некоторых случаях есть вот такая ситуация, да. То есть вы не одна. Но у него прям очень много всего. А зачем тогда? Ну, показывает, что будьте осторожны, потому что если вы слушаете вот эти речи, и вас, например, только ресурс интересует, да, то, ну, да, вот видите, можно, ну, помощь какую-то дает, но жить, получается, нет, потому что здесь-то супруга. Получится ли у вас? Ну, тут говорят только тем девушкам, которые на ресурс нацелены. Вот. У меня много тех, которые не нацелены на ресурсы, кто-то кому-то все равно, да. То есть я думаю, что это, конечно, дело каждого. А много девушек ждут именно того человека, который по судьбе. Поэтому это тоже как переходной этап может быть у вас. Так. А вот интересно, а вот можно ли такого человека, да, который сидит на вот этом всем богатстве, девушке будет настолько увлечь, что вот, ну, мало ли, вдруг он оставит все. Смотрите, карта идет тюрьма. Да. Это только для вот, ну, как удовлетворения его требований, да, таких. Так, все. Я все сказала здесь. Что мы видим? Так, есть мужчина. Он увлечен девушкой. Он ей может что-то покупать. Я не вижу, что он там сильно богат, да. Но вот он старается для нее, что-то делает. Он такой, как качок какой-то, знаете, который в зал ходит, и вот он такой голый ходит, когда на фото всегда голый торс. Девушка, она гордая, такая птичка показана с тонкой, ну, тонкой как структурой вот душевной. А он такой грубоватый. Ну, вот такая пара еще. Что-то у них будет. Вот прям держит ее вот как на пальчике. Если у вас такая история. Он, ну, готов вам помогать. Смотрите, что-то будет у вас и дома, и все. Ага. Есть какое-то третье лицо, которое не хочет, чтобы вы были вместе. Ну, будете вы вместе?
Есть негативные карты, и они все-таки говорят о том, что вот лучше присматривайтесь. Вот такая гордая вы являетесь, то оставайтесь такой же, и пускай мужчина делает вот до того момента, ну как, не давайте спуску этому человеку, пока он не, если хотите быть с ним. Не то, что пока, а всегда не давайте, потому что он будет исполнять ваши желания. Еще вижу картинку, девушка, она является любовницей. Я просто вижу, что вот такая голая такая девушка сидит, она многое не позволяет мужчине, а тот сзади, он как-то то ли старше ее. Она скрывает от него много, шляпка на голове и вся голая. Есть какой-то у вас товарищ. Так, давайте для таких девушек посмотрим. Вы такая тоже, ну, с характером, но есть у вас кто-то, кого вы, вот кто, он вам как, может что-то. Нет, смотрите, у вас есть какой-то план по поводу него. Давайте я вас посмотрю, как вы. Нет, тут проблема. Вообще говорят, что оставьте этого человека, он вам только создает проблемы. Возможно, знаете как что? Мне тут идет, вот как он держит вас, потому что шантаж какой-то. Фу, давайте посмотрим. Но тут вам поможет какой-то человек. Вам поможет какой-то человек. То есть то ли у него есть чем шантажировать, и это... Да, вам поможет какой-то человек, который уберет вот то, чем он шантажирует вас. Или поможет как-то избавиться от этого, да. Вот какая-то такая ситуация. А он прям пользуется этим. Угу. А вы вот держите вот до момента, когда сможете избавиться от него. Ну вот говорят, что поможет какой-то человек. Что еще я вижу? Боже, вот эта история у меня тут в чашечке. Так, кто-то на привязи сидит. А вы знаете, что вот тут показан на привязи. Вы, я не знаю, кто это, тут как-то так привязаны к тому, кого уже нет. Надо вам быстро отвязаться. Этого человека нет на земле. Потому что он тянет из вас энергию. Ну, по сути, вот эта привязка какая-то. Подождите, это кто-то вам такое сделал? Или это же вы вот как-то своими мыслями? Прям вот вижу, что кладбище, да, а с кладбища тянется такая цепь, и цепью привязан человек. Мамочки, вот это да. И там как могила какой-то женщины, что ли, или на могиле какая-то женщина что-то делает. Ну, вот так вот, прикол. Давайте так, кто это сделал, или давайте, кто это сделал, или это вы сами, посмотрим, кто это сделал. Так, любовь прошла. Угу. Человек оставил вам дом, вот, смотрите, человек оставил вам дом. Вас держит вот именно вот это состояние, когда вы обязаны там что-то с этим домом, видите, сделать. Вот вас это держит, вам это по сути не нужно. Этот человек давно ушел, а дом остался, а вас держит дом. Вот дом получается как... Вы в ожидании. Но это разбазаривание времени своего. А вам что, не нужен этот дом, получается? Ну, вы там пропадаете. Либо вы превращаете это жилье в праздник. Если это в тягость, то надо, ну, то есть позаботиться больше о себе. Поговорите с кем-то из людей. Смотрите, тут такие... Смотрите, только отличите врунов, завистников от тех, кто вам действительно готов помочь. Будет женщина, которая вам сможет помочь. Так, вот тут я увидела четко. То есть тут никто не сделал, тут реально вы губите себя вот именно вот этим, вот этой самопривязкой, да. Это человек, который вас любил, это может быть там, не знаю, дедушка, отец, муж, дом остался, вы привязаны к этому дому.
Поможет человек какой-то. А вы прям чувствуете свою должность, да, обязанность. Так, что еще? Там под домом что-то есть. Ну, возможно, сам дом как ценность. Но вообще сверху вот прям очень стрёмно. Стрёмное такое изображение, вроде как могилы какой-то. Поэтому будьте осторожны. Смотрите, вот, например, вы смотрите гадание, это часто вы, да, или же часто вы, если вы слушаете, и вы такая, ну, вроде как не про меня, это тоже классно, это наоборот хорошо. Вот только это может быть касаться, например, каких-то очень близких знакомых, да, вот когда... То есть берется вот именно какой-то такой радиус, да, вашего влияния. Так, прибывает человек из далеких краев. Есть, что долго в пути был, потому что там какие-то задержки были. Встречает его окаменевший уже, знаете, как тут вот ждали и дождались, как говорится. Да, тут кто-то ждал, дождался какого-то человека своего. Ну, вроде как мужчина, а там ждет женщина. Опять путник с мешком большим сзади. Идет и уже готов работать, да, готов к действию. Готов делать. Он крышу делает какую-то. Так, знаете, что тут идет? Вам как сказали, что этого человека нет, а он приходит. И он будто бы приходит и говорит, я вот буду сейчас вот все делать, чтобы в доме было нормально. Кто-то дождался своего человека. Да, вы уже прям забыли. Не забыли, боже мой, не дай бог, не такое. Ну, как отпустили этого человека, постарались. А он приходит. Смотрите, в этот момент есть подглядыватели какие-то. Они могут его подсмотреть. Почему-то говорят, что это опасно. Вот. Вы ждете, вы дождались, но вот как-то человек слишком доверчивый. Какой-то старухе будет завидно, что вот какой-то человек у вас. Но я вижу, что все хорошо в итоге. Видите, как здесь карта удачи и карта влюбленного. То есть тут говорит, ну, каким бы ни был этот человек вам, от любимого до мужа, сына, этот человек, ну вот пришел, и все будет хорошо. Так, мои дорогие, наверное, все. Да, да. Спасибо вам, мои хорошие, за присутствие, за ваше внимание к моему каналу, за финансовую поддержку. Я благодарна неимоверно за то, что вы у меня есть. Благодарю. И хочу, чтобы Вселенная помогала вам в разы больше. До новых встреч. Пока-пока.